Меня зовут Ника Златковский. Я живу с мужем и с двумя дочками на Аляске уже 4 года. У нас здесь туристический бизнес. Мы предлагаем туры по этому штату и проживание в нашем глэмпинге. Я люблю Аляску за ледники, за красивые виды, за хороших людей, которые здесь живут. Аляску называют The Last Frontier, последний рубеж, последний оплот. Нам этот штат очень нравится. Здесь потрясающие виды, здесь уникальные места. Самая высокая гора Северной Америки тоже находится здесь. Мы любим этот штат, рады, что мы здесь живем. Многие, кто приезжает на Аляску, спрашивают нас, один из первых вопросов, что здесь осталось от русской Аляски. Вот здесь это одно из немногих мест, которое действительно отражает то, что здесь осталось, сохранилось. Хохлова Вера Владимировна, 49-й год, 2006 год. Да, на русском написано. Это такое переплетение веры местных народов и православия, которое сюда, конечно, привезли русские в свое время, русские миссионеры. Здесь стоит православная церковь, и здесь удивительное кладбище, в котором вот переплетены мотивы православия и местных верований. Каждая могила, она выглядит как домик. Ну, то, что вот отправляли в загробную жизнь. Для меня Аляска изначально была всегда как часть Америки. Честно, я очень рада, что она часть Америки, вот, потому что, конечно, глядя на то, как в России относятся к своим территориям, насколько там все не развито и насколько здесь, в общем, нормальная жизнь. Это оружие судного дня. Я Боря Бабаев, родился в Москве. В 15 лет мы с семьей переехали в Израиль, где, в общем-то, я прожил всю фактически сознательную жизнь, аж почти 30 лет. 4 года назад мы переехали на Аляску. Мы поняли, что это место, в котором мы хотим жить и, в общем-то, жить долго. Нам здесь нравится, погода нравится, виды нравятся. И нам очень нравится показывать этот край гостям, которые к нам приезжают, и передавать им частичку вот того, что мы любим. Русские пришли сюда за калан, да, это морская выдра, которая в тот момент супер дорого ценилась, потому что это животное с самым густым мехом в мире, на самом деле. Осталось, на самом деле, православие. Местные народы, они православные, у них как бы русские, как бы местные православные русские церкви, они молятся на старославянском. То есть это и атабаски, и алеуты, и эскимосы. Вот. Иногда бывают русские имена. Наш проводник в мир Америки – это наш сосед, который он Аляска нейтив, то есть он алеут, там с какими-то еще добавками. Ну, в общем, он живет рядом с нами, он с нами очень много общается. И мы его спрашиваем какие-то вещи, или он сам нам
какие-то вещи рассказывает, которые нам не пришло бы в голову, что это вот так работает. Заезд на нашу территорию. Здесь когда-то до нас было лошадиное ранчо. До этого здесь был просто маленький домик, даже без водопровода. Вот обратите внимание, левый флаг – это флаг Аляски. Ну, все остальные в представлении не нуждаются вроде как. Это Аляскан Маламут, Кузя, Кузьма Громович. Его родителей зовут Гроза и Гром. На самом деле все строительство на этом участке началось с этого сарая. Его люди построили и в нем жили, пока строили вот уже наш дом. Как бы вот такое название, да, у нас это приют авантюриста. Вот как бы вся идея – это место для людей, которым интересно на Аляске, которым интересно приключения, которые открыты чему-то новому. У нас в лесу это автобус, в котором тоже можно остановиться жить, по мотивам книги «В диких условиях», «Into the Wild», фильм, книга. По этой идее поставили вот такой автобус. 2 комнаты, получается. Комната для родителей, комната для детей. Идея находиться прямо в лесу. Из окон можно видеть лосей или там просто лес красивый. Тут будет такой знак, сколько лосей было сбито в нашем районе за год. По-моему, около 300. Вот, то есть, на самом деле, самая опасная вещь на Аляске – это как бы не медведи, а лоси, потому что лоси не воспринимают машину как какую-то угрозу. Поэтому, когда медленно лось выходит на дорогу, ты не успеваешь затормозить и с ним встречаешься. Как бы. То есть, ты уже знаешь, что вот в этом месте он может выйти на дорогу, ты едешь медленнее. То, что интересно, кстати, про сбитых лосей, есть специальная очередь из людей, которым нужно мясо. В нее можно записаться. Если в твоем районе сбивают лося, то ты можешь приехать его забрать. То есть, ну, там, в течение часа где-то ты обязан приехать, полностью его загрузить и, в общем-то, дома разделать. Вот. Если ты не приехал в течение часа, то очередь переходит к следующему. Я родилась в Москве. В 12 лет моя семья решила уехать в Израиль. Это было вот 90-е годы, самые открыли границы. Закончила школу, пошла в армию, после чего пошла учиться на археолога. У меня родители уехали, они выиграли грин-карт, уехали в Америку, выбрали Аляску, потому что им было жарко в Израиле. Когда уже поняли, что мы переезжаем, мы знали точно, вот, чем мы будем заниматься. У нас будет туристический центр. Как бы мы, наверное, ориентировались больше на русскоязычных израильтян, потому что это те, с кем мы работали в Израиле по большей части. Вот. Получилось, что мы работаем на русскоязычных американцев. Ну, что, в общем-то, тоже примерно, ну, как бы та же идея, та же логика. Мы начинали, на самом деле, именно с каких-то таких длинных пеших походов. Постепенно мы пришли к тому, что, в общем-то, народ, который в основном приезжает в туры, хочет, главное, посмотреть Аляску с разных сторон. Поэтому у нас есть, как бы, вот эти наши 8-дневные программы. Они складываются, с одной стороны, из несложных, но очень красивых пеших походов на день. То есть это может быть там, 5 километров, может быть 3. Смотрим на группу и подбираем то, что группе будет в удовольствие. И по силам, естественно. Мне нравится здесь какое-то ощущение свободы и красота. На самом деле не так уж и холодно. Вот. И плюсы, вот, потрясающие виды, потрясающие какие-то активности, которые ты можешь делать, вот прямо вот выйти из дома зимой, сесть на снегоход, поехать на ледник. Ну,
потрясающе же. То есть это перевешивает такие вот неудобства, что да, надо одеться тепло. То есть ты едешь вот по делам куда-то, неважно что, у тебя вокруг горы, и они всегда по-разному выглядят. Иногда там с таким облаком, иногда снег. Как вот сказал тут наш тоже товарищ, говорит, что ты едешь, у тебя там из окна National Geographic показывают. Вот. Ну, в общем, как-то так, да. Все время вот эта красота. Мне нравится, что наши соседи здесь, которые живут много лет на Аляске, что они тоже не останавливаются удивляться и радоваться этой красоте. Привет всем! Сегодня я в нашем новом доме, и мы сейчас делаем столько работы. У нас начинается ремонт, вот мама еще целый вот. Вот мы уже сделали пол, вот это пол деревянный. Вот папа. Да, и сначала здесь было тяжело. Она сюда приехала все-таки в 6 лет. После первого года уже она стала чувствовать себя такой настоящей аляскинкой. И она очень быстро стала нам помогать. Вот. Она чувствует себя тоже частью вот нашего семейного дела. Еще Ая варит мыло, просто продавать его нашим туристам. Я мечтаю, чтобы я могла тоже сделать мыло. Ой, чего? Самая сложная часть это резать, потому что особенно белое мыло, потому что оно очень такое вот твердое. Когда я жила в Израиле, я тоже не могла спать, потому что машины. А здесь это не такая вот большая проблема, и можно по-настоящему слышать разные животные, и просто красиво. И я иногда даже вижу северное сияние. Я считаю, что наше место, где мы сейчас живем, самое лучшее место, чтобы видеть Northern Lights. В принципе, что на Аляске тяжелее всего, это темное время, начиная где-то со второй половины октября и до середины января. Это достаточно темное время. То есть, вот для себя мы решили, что самое такое время, когда лучше всего куда-то уезжать, путешествовать, потому что потом становится уже тяжело, прям вот давит это. Так как мы живем, в принципе, относительно в отрыве от цивилизации где-то, да, то есть у нас здесь много диких, страшных зверей. Поэтому ты всегда спокойнее чувствуешь себя в лесах с оружием, потому что, то есть ты умеешь им пользоваться, ты тренируешься. Но опять-таки ты никогда не спешишь им пользоваться. Когда на тебя выходит большой злой медведь, то есть и тебе уже приходится стрелять, как правило, это будет на расстоянии максимум 10 метров, и ты понимаешь, что все, то тебе надо его остановить. Поэтому чем больше энергии в боеприпасе, тем он скорее остановится. Естественно, то есть это никоим образом не охота. Если тебе пришлось стрелять, и ты попал в медведя, ты обязан позвонить егерям, да, то есть Fish and Game, рейнджерам, они приезжают, заполняется протокол, ты обязан вместе с этими рейнджерами этого медведя освежевать. Мясо переходит в малоимущие семьи, а шкура продается на аукционе. Ты не имеешь права, естественно, забирать эту шкуру, она продается, и деньги уходят дальше на охрану природы, на conservation. Давайте известную фразу: «Динамо бежит, все бегут». 24 февраля в 2022 году
У нас была группа, это была середина тура где-то. Ну и вот как бы сразу народ сел за телефоны, узнавать новости. Лично у меня был какой-то шок, конечно, такой, хотя я так давно не жила в России. Ну, у меня друзья, как бы это все равно ты воспринимала это как что-то свое, но такого не может быть. Вот, и поэтому я как бы там какое-то время, ну, просто был шок, и мы такие не могли работать, и мы такие думаем, вот, там, ну, работать надо, да, вот, там, типа, давайте мы там будем какие-то деньги там отчислять на помощь в Украину или там в ВСУ, в общем, как-то что-то с этим делать. Это сеть, которой мы летом ловим лосось. Каждому жителю Аляски полагается какое-то количество рыбы, которое можно вычерпать именно при помощи такой сети. Очень определенное место, где это можно сделать, не прямо везде. Как местные жители, нам полагается определенный лимит на нашу семью. Большими сетями мы можем, это только местным жителям, вот мы можем начерпать себе рыбу. Это не всегда так уж просто, не то, что ты там обязательно за один день начерпаешь весь свой лимит. Вот, но, в принципе, это такое интересное мероприятие. Мы туда едем с палаткой, там делаем костер. Нам было удивительно здесь это увидеть, что икру красную, когда разделывают рыбу, ее выбрасывают, никто ее не ест. И, ну, она идет на корм чайкам или просто в мусор, в реку выбрасывают. Каждый житель Аляски получает дивиденд за то, что они живут на Аляске не менее чем 9 месяцев в году. Ну, в принципе, считается, что это дивиденд от дохода продажи нефти, которую продает штат. Эти деньги штат вкладывает в какой-то фонд, и потом из него они часть денег раздают гражданам. Как бы эта сумма варьируется, каждый раз ее заново высчитывают. По-моему, вот в последние годы она была какая-то, да, вот там типа 2600, 2300 на человека раз в год. Ну вот у нас 4 человека, каждый получил вот какую-то такую сумму, да. Это ну вот мы сейчас видим, что у нас дорога здесь хорошая. На самом деле это результат постоянной работы, которая происходит все лето. Лето – это сезон дорожных работ, просто регулярный, потому что за зиму дороги раздалбываются, любая маленькая царапина, там, ну, ямка превращается в большую за зиму, например. И они все эти места вычисляют, и летом просто перекрывают в этих местах дорогу и ставят специальных регулировщиков, которые направляют движение. Причем, между прочим, это очень хорошо оплачиваемая работа. И вот эти регулировщики говорят, что они там получают $40 в час, вот такого рода зарплаты. Здесь муниципалитет отдельно выдает деньги на разные маленькие, ну, вот как наши вот, как это называется даже, ну, neighborhood какой-то, да, и выдали деньги, построили специальное здание, в котором все соседи собираются, обсуждают, есть бюджет, который выделяется, и они обсуждают, на что мы эти деньги потратим в первую очередь, там. Мы сейчас находимся на подходе к озеру Эклутна, одно из популярных мест неподалеку от Анкориджа.
сегодня выходной, поэтому достаточно много людей. Вот обратите внимание, здесь стенд со спа-жилетами, в первую очередь спа-жилеты для детей. Написано, что вот дети сами по себе не плавают, поэтому обязательно одевайте на них спа-жилеты. Примерно на каждом озере неподалеку от Анкориджа стоят есть такие стенды, и можно взять спа-жилет, даже если у тебя нету дома, вот приехал, взял, потом обязательно, конечно, повесил на место. Ну, заодно мы тут видим, что люди, кто-то какой-то мусор собирали с озера и принесли сюда. Конечно, здесь служба, каждый день по много раз проходят рейнджеры, которые здесь следят за порядком, следят, весь этот мусор, конечно, переложат в мешки и вывезут отсюда. Мне кажется, одно из преимуществ того, что мы привозим сюда людей и показываем им Аляску, что у нас есть вот такая возможность взглянуть еще раз по новой, свежим взглядом на эту красоту. И вот я очень надеюсь к ней не привыкнуть, потому что это на самом деле очень красиво, здорово. Все завязано именно на данный момент на мне и на Нике. И я считаю, да, без ложной скромности, что кроме нас никто вот именно так, как мы это делаем, не сделает. Поэтому, видимо, так мы и будем себе. То есть миллионы мы не наживем на этом бизнесе никак. То есть вот мы этим ограничены, но будем, значит, так и продолжать. Кемпинг, я думаю, расширим там, года через 2-3, тут будет там какие-нибудь домики в лесу, может быть, там какие-нибудь на деревьях что-нибудь построим. Какие-то есть у нас идеи на эту тему. Есть какая-то такая уверенность, что вот у нас как бы оно все идет, и никаких форс-мажоров здесь таких, с которыми мы не справимся, уже нету. Я не имею в виду там мелочи, которые там, окей, там, починить канализацию, откопать трубу и так далее, и так далее, и так далее. Оно все есть, но есть какая-то уверенность, что мы уже совсем справимся, у нас достаточно опыта и достаточно сил. Мне очень важно делать то, что нам нравится. И, в принципе, для меня это мерило того, что мы делаем. Я стараюсь делать то, что мне нравится. Боря хочет дальше развиваться, но я хочу это делать настолько постепенно, чтобы это нас не перегружало. То есть идти теми шагами, которыми мы в состоянии двигаться.